Добрый день. Ну, все мы находимся с вами в одной большой подводной лодке, которая называется планета Земля, где сейчас буйствует вирус. Все мы чувствуем, как меняется наша жизнь, и в условиях вот этих жутких ограничений, самоограничений, самоизоляции мы пытаемся сфокусироваться, найти что-то, что даст нам силы, что даст нам энергию, что даст нам вдохновение и возможность как-то преодолеть этот стресс и привыкнуть к новым условиям жизни, которые теперь нам будут очень долго сопутствовать и нас окружать в будущем. В моем случае это была попытка разобрать книги, которые мы вывозили из квартиры родителей, из моей квартиры на дачу. Они пролежали много лет там, с середины 90-х. И вот это не только книги, это тетради, это дневники, это билеты в музей, это какие-то непонятные брошюры, проспекты, бюллетени и так далее. Ну и вот среди этой огромной массы книг я нашел книгу Руперта Брука, поэта, которого я очень люблю. Эту книгу подарила мне моя сестра в конце 90-х годов. Она привезла ее из Англии, ей подарил кто-то из ее друзей. Книга, выпущенная в 27 году, стихов одного английского поэта, которого я тогда вообще не знал, Руперт Брук. И я открыл ее, и мне очень понравились его стихи. Потом уже я узнал, что он был романтиком, что он путешествовал и искал информацию о Гогене, путешествуя на далекие острова в южные моря, South Seas Diary и так далее. Это человек, который стал добровольцем, участвовал в войне и представлял так называемое Lost Generation, потерянное поколение англичан, молодых англичан, которые искали свои идеалы. И эти идеалы, многие из них нашли, что любопытно, именно в мифологии, именно в утопии. И, например, операция Черчилля в Галиполи для многих из таких романтиков это стал второй штурм Трои. То есть они все мечтали штурмовать Трою, они все мечтали быть похожими на тех героев мифов, которые путешествовали к берегам нынешней Турции и вершили миф, вершили нашу историю. И вот этот дух литературы, дух желания слиться с прошлым, подчеркнуть силы оттуда, во многом вдохновил Руперта Брука на его стихи. Однако свои главные стихи он написал во время войны, хотя и до войны это чудесная поэзия, но во время войны он написал свое стихотворение «Солдат», которое впоследствии стало частью молитвы о погибших английских солдатах. И Черчилль, когда писал некролог в связи со смертью Руперта Брука, отметил его огромную роль. Я хочу прочитать свой перевод. Таких переводов несколько. Но я все-таки наберусь смелости и прочитаю вам мой перевод этого стихотворения. Действительно очень трогательное, проникновенное стихотворение. Оно называется, еще раз, «Солдат». «Коль я умру, знай вот, что обо мне есть тихий уголок в чужой земле, который будет Англией всегда. В земле богатой, побогаче прах, частица Англии, воспитанная ею, в ее цветах любви, в ее аллеях, частица Англии из воздуха и света, омыта реками и звездами согрета. Знай, это сердце не подпустит зло, пульс в вечном разуме на тот конец приносит все то, что Родина зовет вином и хлебом, цвета и звуки, счастье и тепло, приносит мир сквозь времени окно в сердца, что бьются под английским небом».